Япония – одна из самых старейших стран мира. Наследие данной страны нельзя описать и часовым роликом. Наверняка вы не раз слышали, к примеру, от своих отцов или дедушек, что вещи, произведенные в Японии, одни из самых надежных в мире. Помимо своего производства, Япония славится своей культурой и достоянием. Она может похвастаться своей природой, к примеру, всеми известное цветение сакуры, так и своими городами. Архитектура одного лишь Токио стоит многого. Автокультура Японии – это другая сторона монеты страны. Автомобильная промышленность страны представляет собой одну из самых мощных мировых отраслей производства. Такому успеху предшествовали годы планомерного и продуманного развития. Японская автокультура – это определенная очень важная часть истории японского общества. И неудивительно, что многие геймеры, особенно которые увлекаются гонками, хотят увидеть данную страну на своих мониторах. А какая гонка сейчас самая популярная для массового игрока? Верно, Forza, а именно ответвление Horizon. Начиная еще с релиза третьей части, шли слухи о том, что четвертая часть франшизы будет в Японии. Пятая часть также была максимально долго облита слухами о данной стране. Однако ни в первом, ни во втором случае этого не произошло. Почему же? Я постараюсь объяснить, дать свою оценку на этот счет. Я могу быть неправ, мои аргументы могут быть полностью уничтожены вашими фактами, поэтому я с радостью жду их в комментариях, с интересом подискутирую с вами, ведь в любом случае точного ответа нам нельзя дать. Начиная еще с первой части, разработчики собирают все, что работает и нравится массовому игроку, и делают это больше в другой части. Существенно ничего не меняется, но оно не становится плохим. В этом и суть. Horizon — это та игра, которая старается угодить всем. Буквально всем. Та же история с местоимениями в пятой части. Разработчики ищут компромиссы. Большинство игр были, есть и будут разрабатываться крупными студиями. Мексика в пятой, Англия в четвертой, Австралия в третьей. Культура и их ценности более-менее похожи и знакомы для западного игрока. Япония же сама по себе страна очень необычная. В ней много сюрреализма, много странных решений. К примеру, многие, кто просит разработчиков Forza Японию, вряд ли любят аниме, а это приличная часть их культуры. Многие западные фильмы дублируют по стандартам озвучки этого вида японской анимации. Просто ради интереса загляните на ролики, где показывают сцену из фильма на разных языках. И с большой вероятностью японская выделится как раз таки этим. Это крупная часть индустрии страны, и без нее в игре про Японию будет просто тяжеловато. Давайте не будем забывать про различные японские трэшовые шоу, про японскую рекламу и так далее. Когда ты делаешь игру для всех, выбирать в виде локацию Японию очень рискованно, поэтому и выбрали Мексику. Они прощупывают почву с латиноамериканской тематикой, которая более благоприятная для западной аудитории. Вторая причина, как я считаю, так это автокультура. Да, это спорный момент, потому что машин в Forza дофига и просто есть самые различные, но все же. Данный аргумент вытекает из первого. Автомобили в каждой части Forza ориентированы больше на западный рынок, а японский автопром, представленный в игре, известен многим и так. Да, есть определенные японские редкие модели, но их куда меньше, чем редких условных европейцев и американцев. Куда легче взять американский известный Dodge, его разные модели, нежели взять, к примеру, Toyota и показать игрокам не их иконы типа Supra, а, к примеру, условный малоизвестный Chaser или Levin. В Мексике банально можно использовать больше тачек, известных для игроков. И если переносить игру в Японию, то банально придется постараться, чтобы, к примеру, вместо AS300 добавить в игру Альтезу, или же просто добавить автомобили, которые редко используются в гонках в западной локации. Японский автопром для большинства известен довольно поверхностно. Для Японии просто рано. Разработчики исследуют и экспериментируют. Есть Мексика, может быть опять будут гонки по Европе, к примеру, по Германии. Слишком рано для Японии. Может быть, разработчики хотят в идеале овладеть новыми технологиями, которые использовали в создании карты для 4 и 5 частей. Многие горят желанием покататься именно в аутентичной Японии или японской местности. Мало кто хочет вновь играть в клон. Ванган, пожалуй, одна из самых быстрых и известных автотрасс в Японии. Шута Экспрессвей, участок платных автодорог в Большом Токио протяженностью 70 километров, горные перевалы, серпантины. Все это должно быть на карте в Японии. И слишком глупо так быстро торопиться в этом. Ландшафт у страны очень сложный. А если что-то пропустить, что-то забыть, разработчиков просто сожрут. Поэтому я скажу, что просто рано. Для Японии надо прощупывать почву. Отсюда, кстати, вновь вытекает еще одна причина, почему не Япония, а именно из-за обильного количества горных перевалов в Японии образовался свой спорт. Тогу, тоге, тоучи, называйте как хотите. Все равно я назвал неправильно и уже мне пишут об этом в комментариях. Так вот, спорт имеет кучу ответвлений, но основные два — это гонки в заносе и сам по себе дрифт. Многим геймерам такое может быть просто неинтересно, что оттолкнет некоторых от игры. Да, вы можете мне сказать, что в других частях игры тоже есть дрифт и все в таком духе. Однако уже по пятой многие кидаются в игру камнями из-за
обильного количества оффроуда. Ситуация с Японией может произойти нечто похожее, но уже из-за обильного количества заносов. А ведь в Японии очень много поворотов, которые буквально закручены на 90 градусов. Менее вероятная, но тоже возможная причина, правда она в какой-то мере опровергает первую, но вдруг разработчики пытаются привнести в свою серию что-то необычное. Япония все же была во многих играх, в том числе и в гоночных, а Мексика или проселочная часть Англии почти нигде, а об Австралии и тем более кто редко вспоминает в своих проектах. Мне кажется, что плейграунды просто хотят сделать в своих играх те страны, которые менее популярны для аудитории гоночных игр. Еще из причин я могу выделить то, что изначально разработчики про Японию ни разу ничего не говорили, а все, что было, являлось левыми инсайдами, которые получили поддержку со стороны некоторых игроков. Но еще стоит отметить, что, возможно, разработчики и игроки немного устали от левостороннего движения. В третий раз это могло многих насторожить. И так были недовольства из-за Англии в четвертой как раз по этой причине, так они это еще раз будут делать, поэтому, может, и отменили. Как я сказал ранее, любой из перечисленных аргументов может быть как и правдивым, так и неправдивым. Точный ответ вряд ли мы когда-нибудь получим в ближайшее время. Я просто хочу отметить, что рано или поздно данная страна все же появится в серии Horizon. Они показывают различные культуры в своих играх, а упускать такой пласт автомобильной тематики было бы довольно глупо. Условно 6-я или 7-я Horizon может быть, но будут в Японии. А пока я хочу посоветовать несколько хороших гоночек для тех, кто все же очень хочет пересекать на авто в Японии, хоть и в видеоигре. Начнем с самой известной гоночной серии игр от Rockstar Midnight Club. В серию Токио было целых 3 раза. Во второй части в Midnight Club 3 Dub Edition Remix и в эксклюзивной PlayStation Portable версии LA Remix. По сути, это одна и та же карта, однако то тут, то там прослеживаются мелкие изменения и доработки. В принципе, и так геймеры знают о Midnight Club, поэтому идем далее. Tokyo Extreme Racer, Street Super Messi и Wangan Midnight. Это по сути одинаковые игры, сделанные японской компанией Genki. В этих играх нашей главной трассой является Wangan, а сама игра Tokyo Extreme Racer и Street Super Messi намекают нам на то, что вы должны одолеть все банды в городе, прокачивая машину. У Wangan Midnight почти все то же самое, разве что нет войны банд и сюжет строится на аниме. Форсаж 3 Токийский дрифт. Интересная игра на PlayStation 2 или PlayStation Portable. Я описывал ее в отдельном ролике. Вкратце, хорошая гоночка с неплохим тюнингом и интересными гонками без какой-либо цели. Серию игр по аниме Initial D тоже можно загрести под одну гребенку. Разница между всеми играми маленькая. Везде трасса на горе Фудзи. Лично я выделю лишь Initial D Street Stage на PlayStation 2 или PlayStation Portable. Опять же, отдельный ролик на канале есть. World Super Police – эксклюзивная игра на PlayStation 2. История игры заключается в том, что обычные полицейские машины не могут поймать преступников на действительно быстрых авто, поэтому для борьбы с растущей преступностью на дорогах была создана всемирная суперполиция. Цель игры заключается в том, чтобы удерживать машину на дороге, двигаться как можно быстрее и избегать других транспортных средств. Надо уничтожить плохих людей любым оружием, которым игрок снабдил свои тачки. Что ж, друзья, а на этом все. Спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Всем удачи и пока!